Это видео выйдет, когда мне исполнится 22 года, и сегодня поговорим обо всем, что имело значение. Маленький спойлер, здесь не будет советов по типу «закройтесь дома с учебниками по саморазвитию, учите сотни новых языков, работайте, пока другие спят» и прочие советы из книг Брайана Трейси. Нет. Скорее, несколько важных напоминаний, которые позволят вам посмотреть на свою жизнь чуть под другим углом. Каждый новый период вашей жизни требует подготовки, требует новых вас, требует отказа от старых привычек, от связей, которые жили себя, от старого мышления. Я заметила это буквально недавно, хотя этот закон преследовал меня на протяжении всей моей жизни. Я хотела хорошие оценки в школе. Мне нужно было отказаться от старых привычек и халатного отношения к учебе. Я хотела открыть свой канал. Мне нужно было избавиться от мышления по типу «а что обо мне подумают, как это будет выглядеть, что они скажут?». Я хотела новое окружение со схожими интересами. Мне нужно было оборвать старые связи, которые жили себя и которые, к сожалению, были пустой тратой времени. Абсолютно везде нужно сначала освободить место, чтобы на это место пришло что-то новое и нужное для вас. Абсолютно везде. Но перед началом каждого классного периода вашей жизни вы в 99% будете проходить через боль, апатию, потери, страхи и прочие негативные эмоции. Я хочу просто, чтобы в моменты упадка сил вы помнили это как константу. И чем больше вы будете сопротивляться изменениям, тем более некомфортной будет становиться ваша жизнь. Что в какой-то момент у вас уже просто не останется выбора, кроме как что-то поменять. Самый большой плюс вашей молодости – это возможность нести ответственность только за себя. На вас уже не могут влиять родители, друзья, общество. Но ответственность – это выбор. Это был один из моих сильнейших триггеров, потому что я длительное время была уверена, что кто-то знает, как мне жить лучше, чем я. Психике намного проще и легче слушать кого-то, нежели самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Это причина, по которой многими людьми очень легко манипулировать, потому что они не уверены в своей способности принимать решения. Им всегда нужно, чтобы посоветовали, подсказали, решили за них. Но парадокс всей этой ситуации в том, что в любом из вариантов ответственность за принятые решения несете вы, даже под влиянием других людей. Это вам говорит человек, которому очень сложно давался навык принятия любых решений, вплоть до выбора воды в супермаркете. И в какой-то момент я просто решила, что не бывает правильного и неправильного решения. Есть просто выбор и последствия, за которые я несу ответственность. Все очень просто. И не стоит этой мысли пугаться и прятаться в дальний ящик. Уходите от коллективного мнения, либо мнения большинства. Супер банальная вещь. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь отличалась от большинства, вам нужно делать вещи, которые отличаются от большинства. И принимать тот факт, что вас не поймут, вас осудят, вас будут критиковать. Но вас это не должно как-то волновать. Сам факт, делая то, что делает большинство, имея мировоззрение, которое имеет большинство, вы будете получать то, что получает большинство. Люди, которые не знают, чего хотят вообще от этой жизни, непроизвольно копируют модель поведения других людей, как стадный инстинкт. Я встречала много людей, которым 20, 25, 30 лет, и ты задаешь им вопрос, что тебе нравится, чем ты увлекаешься, а в ответ, знаете, вот тишина. Это жизнь, которой я боюсь, просто жизнь, которой я боюсь. Момент, когда я поняла, что я выросла, пришел с осознанием, что я влияю в своей жизни абсолютно на все. Абсолютно на все. Я хочу еще раз подчеркнуть это слово. Абсолютно на все. Это то, что я повторяю себе чуть ли не каждый день. Почему? Первое. Я либо влияю непосредственно на ситуацию. Как я проведу сегодняшний день, что я буду есть, с кем я буду общаться, что я буду делать. Либо я влияю на свое восприятие ситуации. Я перестала воспринимать влияние абсолютно любых внешних факторов. Абсолютно любых. Возможно, кто-то из вас сейчас скажет, мол, есть же ситуации, где человек является жертвой обстоятельств. И такие правда есть. Но, опять же, в чем суть? Ответственность не делает жертву виноватой. Ответственность побуждает человека разбираться с последствиями. У вас есть свой мир, свои приоритеты, свой фокус. Вот в этом и крутитесь каждый день, задавая вопрос, как можно сделать лучше или как можно исправить то, что вам не нравится. Я хочу, чтобы вы услышали меня правильно. Влияние не равно контроль.
Вы не можете контролировать действия других людей, поступки других людей, погоду в своем городе, еще миллион внешних факторов. Вы не можете и не должны это контролировать. В ваших полномочиях влиять на свое видение, восприятие и реакцию. Все. Разрешать чему-то вызывать у вас эмоции и влиять на вас, либо нет. И уровень ответственности, который вы берете за свою жизнь, он прямо пропорционален возможности в ней что-то менять и что-то создавать. Так было всегда. Я знаю силу своего «хочу». Я знаю, чего я хочу, и я знаю, что ни моя, ни чья-либо жизнь не предопределена. Вне зависимости, в какой семье вы родились, в какое время, в какую эпоху. В 15 лет я очень любила философствовать. Собственно, с того времени ничего не изменилось, но мой знакомый усердно доказывал мне теорию. Допустим, рождается два человека. Один рождается в очень обеспеченной и влиятельной семье, а второй рождается, грубо говоря, где-то в глубинке. Как можно отвергать факт, что одному из них уже с рождения повезло? И в этом вся загвоздка. Вас не должно никаким боком волновать и интересовать, кто в какой семье родился, кому больше либо меньше повезло. Не мне вам рассказывать, что есть сотни тысяч примеров, где люди с огромным потенциалом, который им давали родители, уходили в минус. И полностью противоположной ситуации, когда люди, которые имели очень ограниченное количество возможностей, создавали целые империи и меняли историю. Я говорю о том, что вас не должно волновать, что там у кого. Поблагодарите мир за то, что у вас хотя бы есть сейчас. И из этого уже стройте свое будущее. От того, что вы будете думать, что там у кого, кому больше, меньше повезло, никому ни холодно, ни жарко. На многих тренингах, либо даже на консультациях с менторами, с психологами есть такое понятие, как точка А и точка Б. Вот точка А – это то, с чего вы начинаете. Вот то, что у вас есть на данный момент. А точка Б – это результат, к которому вы стремитесь. Вот примите свою точку А, что у вас есть на данный момент, и из нее лепите свой путь к точке Б. Основная причина, почему многие не предпринимают никаких действий, заключается в страхе перед неизвестным. Страх перед неизвестностью есть у всех, абсолютно у всех. Но одни берут ситуацию под свой контроль и что-то с этим делают, а другие просто жалуются тем, кто готов их слушать. Например, неудовлетворенность своей работой либо учебой. Основная проблема в том, что страх перед неизвестным не пропадет сам по себе. Он не пропадет в один момент, в один миг, в один день, когда вы проснетесь. Он не исчезнет по щелчку пальца без ваших действий. И сейчас, когда мы живем в эпоху онлайн и имеем доступ к миллионам ресурсов, нужно пользоваться возможностью и заходить на этот рынок как можно скорее. Я много раз говорила о сфере графического дизайна, потому что для меня это идеальный вариант в плане творческого самовыражения, мобильности, дохода, потому что на просторах интернета каждый день появляются сотни новых заказов от маленьких бизнесов, допустим, оформления логотипа для небольшого салона красоты, до оформления веб-сайтов больших компаний. Обучиться этой профессии может каждый из вас в онлайн-школе дизайна Contented на курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Курс позволяет освоить профессию даже новичкам. 70% студентов осваивают курс с нуля и погружаются в 5 ключевых направлений дизайна: идентика, дизайн упаковки, веб-сайты, моушен и 3D. Что главное, вы соберете сильное портфолио из 20 работ, освоите все инструменты и погрузитесь в дизайн-среду. Будете реализовывать свои креативные идеи и набираться практического опыта через домашние задания, практические занятия с экспертами, стажировку в Red Cats и конкурсы. И уже через 6 месяцев сможете брать первые заказы. Вот, например, недавно студенты создавали идентику для библиотеки. Лучшая работа студентки будет реализована, и уже летом ее можно будет увидеть вживую. По моему промокоду Локтионова вы получите скидку в 45% на все тарифы обучения. Более того, в подарок вы получите курс английского для дизайнеров, что в будущем позволит выходить на международный рынок. Так что не бойтесь открывать новые горизонты и начинайте свой путь в дизайн вместе с Contented. Я очень рада, что стала увлекаться астрологией в этом году, потому что это кардинально повлияло на мое восприятие мира. Мир говорит с человеком на языке энергий. Есть напряжение, есть гармония. Но любое напряжение дается человеку как шанс для эволюции. Нет ненужных событий, нет ненужных людей. Каждый аспект, каждое событие можно проиграть себе как во вред, так и во благо. Абсолютно каждый. На лекции нам рассказывали про 3 уровня, на которых может находиться человек, когда сталкивается с неприятностями. Первый уровень – он ищет всех виновников. Виноваты все, кроме него. Второй уровень – терзает себя вопросами «за что мне все это, почему я?». И третий уровень, самый высший – для чего мне нужен этот опыт.
Именно он помогает человеку найти ответ, вынести урок и пойти дальше. Урок пройден, навык сформировался. Но до момента, пока человек не сделает выводы, эта ситуация в разных проявлениях будет повторяться в его жизни. Всегда. И пока мы будем опираться на внешние обстоятельства, винить всех и все в наших проблемах, мы этот урок не усвоим. Никогда. Не усложняйте. Честное слово, это навык, который помогает мне по жизни. Человек способен своими мыслями как и загнать себя, так и исцелить. Знаете, это как в той фразе. В моей жизни произошло очень много страшных событий, 90% из них случились в моей голове. Тревога, страх и злость изматывают человека намного сильнее, нежели физический труд. То есть каждый раз, когда вас эмоционально штормит, для организма в физическом эквиваленте это как разгрузить вагоны. Я записываю это видео в ночь на свой день рождения и делюсь с вами важными мыслями, в то время как вы меня в Телеграме просто засыпаете поздравлениями. Спасибо. Так вот, я очень много раз говорила про дневник благодарности. Я скажу это миллионный раз, потому что я искренне не понимаю, почему так мало людей этим пользуются. Правда. То есть человеку не лень жить в переживаниях, в эмоциональном дискомфорте, но ему лень пойти купить этот несчастный блокнот и записать то, что в корень может изменить его мышление. Как остановить поток негативных мыслей? Возьмите блокнот и каждый день пишите все, за что вы благодарны. Каждый день. Жизнь любит тех, кто любит ее. И фраза, которую мне твердили родители с самого детства: то, что имеешь ты, каждый день кто-то об этом просит. Это касается всего. И это не про материальное и не про уровень комфорта. Это про умение ценить то, что у вас есть сейчас. Быть благодарным за то, что у вас есть сейчас. Потому что кто-то в этот момент просит хотя бы 10% от того, что у вас есть. И это касается каждого человека. Почему я так сильно акцентирую внимание на этом дневнике? Потому что это самый легкий, самый дешевый способ кардинально изменить свое мышление. Мне также очень сильно помогает практика нового дня. Простыми словами, это некое обнуление каждое утро. То есть, вне зависимости, что происходит вокруг, я просыпаюсь утром, и я выполняю свои дела. Многозадачность — это то, что не любит наш мозг. И здорово, когда у вас есть, допустим, 3 главных фокуса в вашей жизни. Например, работа, ваша семья и здоровье. У вас могут быть свои сферы. Первое — это то, что приносит вам доход. Второе — это то, что вас наполняет и дарит чувство тепла. И про сферу здоровья я даже не хочу много говорить, потому что это ваш фундамент. Ваше здоровье — это ваш фундамент. Ваше эмоциональное состояние напрямую зависит от физического. Кто бы что ни говорил, молодость все прощает, в молодости организм полон ресурса, силы, бла-бла-бла. Ваше здоровье — это ваша основа. Питание и сон — это самые простые инструменты, которые позволяют влиять на ваше самочувствие. Самые простые. Я говорила о том, что не нужно иногда выдумывать велосипед. Когда я училась в универе и заливала в себя каждый день по 5 литров кофе, энергетики и так далее, очень сложно было догадаться, почему же, проснувшись утром, единственная моя мысль — это: боже мой, когда этот день уже закончится? Мыслите глобально. Драма — это супер, драма — это класс, но, к сожалению, только в турецких сериалах. К сожалению, люди ежедневно меняют историю, создают вещи, которые кардинально меняют ход человечества, в то время как мы сидим в маленьких домиках и беспокоимся, почему мне не ответили на сообщение, почему я тогда сказала так-то, и прочие вещи, которые вообще не стоят вашего внимания. Думайте о том, что у вас перед носом, и либо разбирайтесь с этим, либо выкидывайте из головы. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оправдывайтесь и не ищите отговорок, потому что тот, кто хорош в оправданиях, очень и очень редко бывает хорош в чем-то другом. Например, у многих есть психологические травмы. Но правда, очень сложно найти человека, которому было бы нечего рассказать своему психотерапевту. Ваша травма — это не ваша вина, но в вашей зоне ответственности излечиться и убрать все последствия, чтобы это никак не проецировалось на вашу будущую жизнь. Исцеление полностью находится в вашей зоне ответственности. И я всеми руками за терапию. Я понимаю, что есть люди, у которых нет возможности ее оплатить. Но сейчас есть миллионы разных подкастов,
психологи на YouTube, книги, миллиард вариантов бесплатной и хорошей самопомощи, но люди продолжают упираться и твердить: это дорого, это неэффективно, это шарлатаны и бла-бла-бла, потому что это дискомфортно. Разбираться со своими тараканами — это дискомфортно, это неприятно. Да, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Опять же, это не вопрос вины, это вопрос ответственности. Будете ли вы ждать, что кто-то придет и вас спасет, либо самостоятельно будете способны вытаскивать себя из любой ямки. Пару месяцев назад я брала курс по экономике, и там было одно простое правило. Экономика может находиться только в двух состояниях. Она либо развивается, либо деградирует. Постоянно одно из двух состояний. Мы делали графики экономики разных стран, и нигде график не выглядел прямой линией. Нигде, даже в промежутке 1 года. Это всегда спад-подъем, всегда. Шаг назад, 2 шага вперед. И наоборот. Это как аналогия с человеческой жизнью. Чем сильнее развитие, тем сильнее чувство вот этой турбулентности. Но абсолютно все, что не меняется, обречено на смерть. Напряженные периоды будут всегда, спады будут всегда. Но сила человека в том, что он способен ускорять и помогать себе в проживании любого периода. Имейте силу отказаться от токсичного окружения. Защищайте свое время. Я в целом за то, чтобы в свои 20 вы никогда не привязывались конкретно к людям. Друзья, отношения — это все классно до момента, пока это не в ущерб вашим мечтам. Как сказал мне мой астролог, нет незаменимых людей. Есть вовремя незамененные. Это к вопросу, как уметь отпускать людей. Если по жизни я бегу, я хочу, чтобы меня окружали такие же люди, которые живут в таком же ритме, с которыми у нас не будет вот этой вот огромной пропасти в интересах. Потому что общение ради общения, общение ради того, чтобы отвлечься, не чувствовать себя одиноким, в конечном итоге приносит больше деструктива, нежели пользы. Это как алкоголь. В моменте помогает человеку очень быстро расслабиться и отвлечься, но в глобальном смысле это просто иллюзия и временный эффект, который вследствие вас разрушает. Иногда вам нужно быть одному, и это окей. Будьте осторожны со словами, которые вы говорите другим, потому что это про вас и про ваш мир. Это та энергия, которую вы позволяете быть в своей жизни. И каждый раз, когда вы говорите что-то плохое, это в первую очередь вредит вам. Вы в первую очередь делаете хуже себе. Подумайте о себе. Подумайте о том, как ваши действия влияют на вас. Что вам это дает? Ваши действия должны совпадать с тем образом жизни, о котором вы мечтаете. В той версии жизни, которую хочу я не могу спать по 12 часов в сутки, я не могу быть эмоционально уязвимой, нерешительной. Я знаю, чего я хочу и от чего мне нужно отказаться, чтобы получить то, что я хочу. И это может каждый человек. Вы можете не видеть конечную картинку вашей жизни, но вы можете понять, какие требования у того образа жизни, к которому вы стремитесь. От ежедневных привычек до каких-то качеств характера. Я безумно благодарна всем, кто дослушал это видео до конца. Я вас очень сильно люблю. Отдельное спасибо людям, которые параллельно с этим видео писали мне поздравления с днем рождения. Вы невероятные. И я хочу, чтобы вы это не забывали.